необычный особняк. Говорят, что каждый человек к 60 годам либо становится философом, либо пациентом. Плохо, если зависимым от кардиолога. Николай Петрович Соколов выбрал третий путь. Он стал режиссером собственной жизни. В буквальном смысле. Все началось с того, что его бросила молодая жена. Точнее, не просто бросила, а ушла к его же собственному начальнику, прихватив с собой кота, коллекцию виниловых пластинок и почему-то все кухонные полотенца. Конечно, не стоило горожанину искать юную девочку без приданого и надеяться, что она проживет до конца его дней рядом, помогая старику. Соколов тогда неделю пил коньяк, заедая его хлебом, других закусок в доме не нашлось, а потом проснулся с гениальной идеей. Николай Петрович Соколов всегда мечтал о театре. Не о том, где нужно покупать билеты, толкаться в гардеробе и сидеть в душном зале, а о своем собственном, домашнем. У него осталась дача недалеко от города. Недорогой дом, построенный своими руками, 3 сарая на участке, вода, электричество и газ. Дом в 2 этажа с мансардой, сам строил десяток лет и был очень доволен. Как он любил достраивать. Его старый особняк снова почувствовал руки своего волшебника и преобразился до неузнаваемости. Гостиная превратилась в зрительный зал с креслами, спальня стала закулисьем, кухня, костюмерной, а столовая – сценой. Даже ванную комнату он переоборудовал в гримерку. Отличная мысль. Особняк-театр. На участке Соколов пристраивал небольшие домики, и у него появлялась постоянная труппа и группа обслуживания. Он не был богатым, но безработным постояльцам хватало скромной еды, а зелень, картошку и яблоки они помогали растить на участке. Давайте не будем только потребителями бесплатного контента и все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, помогите с продвижением, киньте монетку, номер карты под видео и в информации о канале. И таким способом вы увеличите плюсы вашей кармы настолько, что сможете претендовать на перевоплощение в райских местах созвездия Лебедя, не меньше. Каждое утро Николай Петрович просыпался в предвкушении нового спектакля. Завтрак превращался в изысканную французскую комедию. Обед – в историческую драму, а ужин мог стать детективом или водевилем. Но если поход в туалет становился малой театральной формой с элементами абсурда, он искренне ругался. Играли любые постановки, от классики до современников. Потом решили попробовать интерактивную режиссуру и импровизацию. Например, на неделю дом становился домом Фигаро, каждый обитатель становился героем пьесы, существующему классика или собственной трактовки, а фабула пьесы перемежалась обычными или придуманными делами. Так в доме постоянно обитали отставной военный Петр Васильевич, превосходно играл генералов и строгих отцов, студентка театрального Анечка специализировалась на романтических героинях, бывший клоун Гриша, мастер пантомимы и буфонады, и загадочная пенсионерка Мария Никитична, которая готовила потрясающий борщ и могла сыграть любую возрастную роль, от бабушки до феи. Большинство актеров были пенсионерами. Немногие молодые иногда получали гонорары в кино. Но коммуне уже давно не хватало денег. Посоветовавшись, они единодушно решили, что не будут показывать свой дом в социальных сетях, даже если после этого они станут знаменитыми и богатыми. Они пережили горе и беды. Нашли друг в друге умение создать живительную атмосферу. Поэтому боялась всего, что может ее разрушить. Слава, конечно, может дать денег, но как прятаться от опасных поклонников и хулиганов? Тем не менее, труппа решилась иногда приглашать к себе участников-зрителей. За небольшую плату, но непременно не капризных доброжелательных людей. Бухгалтер Семен Маркович с удовольствием исполнял роль призрака отца Гамлета во время воскресных обедов, а почтальон Федя стал незаменимым исполнителем ролей внезапных вестников. Однажды во время особенно удачной постановки «Завтрак аристократов» в дверь позвонили. На пороге стоял странный тип в серебристом комбинезоне.
Он представился как исследователь Зюмбрик с планеты Тау-Кита и попросил разрешения понаблюдать за типичным земным жилищем. Николай Петрович, увлеченный ролью графа, принял его с истинно аристократическим радушием. Зюмбрик провел в доме неделю, тщательно конспектируя каждую сцену и делая заметки о ритуалах земной повседневности. Через месяц в галактическом издательстве «Путеводители для всех» вышла книга «Земля. Планета непрерывного театра». Автор красочно описывал, как каждый землянин превращает свой дом в сцену, а быт в нескончаемое представление. Книга стала бестселлером. Давайте не будем только слушателями бесплатного контента и все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, помогите с продвижением, киньте монетку, номер карты под видео и в информации о канале. И таким способом вы увеличите плюсы вашей кармы настолько, что сможете претендовать на перевоплощение в райских местах созвездия Арктур, не меньше. И начался настоящий хаос. Инопланетные туристы, начитавшись путеводителя, стали массово посещать Землю. Они были твердо уверены, что должны врываться в любой дом в театральных костюмах и участвовать в землянских бытовых постановках. Они были абсолютно убеждены, что каждый земной дом – это театр, а каждая семья – труппа актеров. И им очень нравилось появляться у военных и уговаривать их выйти в отставку, как это сделал Петр Васильевич, не выжимая из начальства лишних повышений. Мирная жизнь обывателей превратилась в сюрреалистический кошмар. В супермаркетах появлялись существа в костюмах древнегреческих богов, требующие аутентичного земного представления у полки с молочными продуктами. В парикмахерские заглядывали трехглазые создания в костюмах из Лебединого озера, пытающиеся вписаться в ритуал земной стрижки. Когда зеленый осьминог в костюме Чацкого попытался присоединиться к семейному ужину мэра города, власти так смешно перепугались, что видео с его комичными объяснениями посмотрели по соцсетям во всем мире. В Москве семья программистов обнаружила у себя на кухне 3 существ в костюмах из Кармен, требующих включить их в утренний ритуал приготовления каши. В Токио восьминогое создание в наряде Ромео пыталось декламировать Шекспира в лифте небоскреба. В Нью-Йорке группа светящихся шаров устроила импровизированный мюзикл прямо в вагоне метро. Когда фиолетовый гуманоид в костюме Гамлета попытался провести монолог «Быть или не быть» на заседании ООН, пришлось принимать меры. Была создана специальная комиссия по разъяснению инопланетянам особенностей земной культуры. Николай Петрович, узнав о последствиях своего увлечения, сначала расстроился. Но потом решил извлечь из ситуации пользу. Он открыл первый в галактике межпланетный театр бытовых действий, где инопланетные туристы могли легально участвовать в земных постановках. Недалеко от собственного дома, на деньги жертвователей из всех стран мира, которые были убеждены, что только он может спасти от пришельцев. Театр имел оглушительный успех. Особенно популярной стала программа «Коммунальная квартира», где существа со всех концов галактики разыгрывали сцены из жизни типичной советской коммуналки. Правда, некоторые моменты приходилось объяснять по несколько раз. Например, почему нельзя телепортироваться в очереди в ванную и почему таз с бельем нельзя левитировать над головами соседей. Постепенно поток неорганизованных космических туристов иссяк. Выяснилось, что землянский быт – штука сложная и требует специальной подготовки. А Николай Петрович продолжал наслаждаться своим домашним театром, иногда позволяя особо талантливым инопланетным актерам участвовать в постановках. Говорят, его версия «Вишневого сада» с актерами с Альдебарана произвела фурор в театральных кругах 3 галактик. Так странное хобби одного человека чуть не привело к межгалактическому конфузу, но в итоге способствовало развитию культурного обмена между цивилизациями. А Зюмбрик? Он написал еще одну книгу «Как я ошибся, изучая землян», но случайно создал новый вид искусства. Она тоже стала бестселлером. Кстати, говорят, что где-то на Тау-Ките теперь существует мода на землянский стиль жизни. Правда, в их версии все ходят в костюмах персонажей мыльных опер и периодически застывают для рекламной паузы. Но это уже совсем другая история.
Давайте не будем только потребителями бесплатного контента и все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, помогите с продвижением, киньте монетку на радость авторам, номер карты под видео и в информации о канале. И таким способом вы увеличите плюсы вашей кармы настолько, что сможете претендовать на перевоплощение в райских местах других вселенных не меньше.